все, что делает архитектор, должно принадлежать красоте. Это свобода, соединенная с мощью воображения. Стремление к Богу, стремление ввысь, преодоление тяжести, преодоление гравитации, присуще всем народам практически великим. У русских это было по-своему. Мы должны были построить новый мир, мы должны были сконструировать другую жизнь, сконструировать страну. Мы рождены, чтобы творить. Мы не рождены, чтобы губить природу. Мы не рождены, чтобы хапать все ее изобретения, достояния и технологии. Мы рождены совсем для другого. Мы проектируем то, что станет будущим. Каждый миг, который мы с вами проживаем, это будущее. Мы находимся в Национальном центре «Россия», одной из главных площадок нашей страны для проведения значимых мероприятий и обсуждения будущего России. Именно здесь зародилась идея создать формат, в котором мы вместе с экспертами из разных отраслей сможем заглянуть в будущее и сформировать его образ. Сегодня мы поговорим с человеком, который знает, как идея обретает форму и рождается масштаб. У нас в гостях Андрей Александрович Черняхов, архитектор, профессор Международной академии архитектуры. Меня зовут Анжелика Кирьян. Пришло время поговорить. Андрей Александрович, мы очень рады возможности сегодня с вами поговорить. На самом деле наша идея представить себе будущее, она, конечно, романтическая, где-то наивная, но мы осознаем, что невозможно представлять себе тенденции и будущее без понимания истории, этапов ее развития, особенно если мы говорим об архитектуре. Поэтому сегодня мы надеемся, что в рамках нашей беседы с вашей помощью мы можем немножечко спроектировать то самое будущее, и посмотрим, что из этого выйдет. Хочется в первую очередь спросить у вас, как у главного архитектора выставки, которая откроется в марте в Национальном центре «Россия». Это выставка «Архитектура. Рождение масштаба». Из первых рук, в чем заключается этот знаменитый масштаб, присущий архитектурной и инженерной мысли в России? Знаете, это очень понятно, когда ты смотришь на страну из иллюминатора самолета. Вот надо пролететь условно от Калининграда до Владивостока, чтобы ощутить феноменальный масштаб этих пространств, посмотреть, какие реки, какие огромные пространства равнин, полей, холмов, какие фантастические леса, горы, как меняется пейзаж. Как известно, большое видится на расстоянии. Вот надо ощутить эту дистанцию, чтобы почувствовать, что мы так свыклись с этим, для нас это кажется совершенно естественной средой обитания. Но на вопрос, а откуда же такие масштабы? Ну, потому что у нас великие реки, у нас великие пространства. Как говорит замечательный художник, наш современник Валерий Серовский, который специалист по Италии, и блестящий рисовальщик. В Тоскане, когда ты выходишь утром, ты видишь впереди холмы, справа храм, озеро, дома и прочее, прочее. То есть всему есть какой-то предел. И это создает ощущение законченности пространства и спокойствия. В России же ты вышел в какие-то безграничные просторы. А тут недалеко и до когнитивного диссонанса, потому что справиться умственно с такими просторами очень тяжело на самом деле. Я бы даже сказал, что это умонепостигаемые пространства. Но ты их должен осваивать волей истории. Так она сложилась в нашей стране. И, соответственно, архитектура от, казалось бы, простой избы, но вдруг вы видите в Архангельской губернии, в Кижах, в Карелии, вы видите фантастические огромные избы в Сибири, двухэтажные, даже более. Это уже какие-то сооружения совершенно другой мощи. Появляются на этих просторах огромные церкви многоглавые, аналогов которых не было. Ты перекидываешь мосты через эти огромные реки. Соответственно, нашей стране периодически приходилось привлекать те технологии, которыми мы не обладали в силу такого экстенсивного развития истории. И этот процесс продолжается до сегодняшнего дня.
Мы аккумулируем огромное количество знаний, технологий, умений, превращая это на пользу себе. И масштаб наших дворцовых площадей или Кремлевской площади, он поражает всех. И он говорит, в каком-то смысле это модель. Это говорит о очень сложной структуре страны, в которой и сегодня проживает около 100 национальностей. Мы одна из самых многонациональных стран в мире. И у нас огромное количество разных архитектур. Ты приезжаешь в Дагестан, это одна архитектура, ты приезжаешь в Сибирь, это другая архитектура, ты приезжаешь на юг, в Краснодар, это третья и так далее и тому подобное. Вы сказали, что Россия – это многонациональная страна. Это, безусловно, так, но есть ли какая-то общая национальная идея у российской архитектуры? История архитектуры можно рассматривать как историю стилей. Такие стили, которые накрывают мир, Европу, или накрывают весь мир. Когда-то это было стиль барокко, рококо, ампир, ар-нуво. В 20 веке ар-нуво уже перешагивает океан, ар-деко вообще зарождается и в Европе, и в Америке, и в Буэнос-Айресе. Интернациональный стиль стекла, бетона становится уже глобальным стилем, и он практически сегодня царствует. Но происходит еще один процесс. Это потеря национальной идентичности. За одинаковыми коробками в каждом городе мира ты не различаешь уже, что за страна в которой ты находишься. Для России это очень интересно и важно, потому что был феномен советского модернизма, когда русские архитекторы, советские архитекторы, архитекторы своих республик создавали национальную архитектуру Узбекистана, Таджикистана, Армении. Но если, например, в Армении работали архитекторы армяне в основном, в Тбилиси грузины, то московские архитекторы проектировали много городов вне России, скажем так. При этом о русском национальном мы говорили очень мало, только исключительно в историческом разрезе. То есть Евгений Григорьевич Розанов, построив 2 великолепных здания в Ташкенте, в том числе музей Ленина, который сегодня музей истории города или Узбекистана, эксплуатировал национальные мотивы, орнаменты и так далее. И надо сказать, что не только орнаменты были, но еще и какие-то архетипы архитектуры. Мне кажется, что самый русский архитектор, работающий в дереве, это казах Татан Кузымбаев. Татан Кузымбаев закончил МАРХИ, родился в степи и делает потрясающую русскую архитектуру. Как это? Отдельный разговор и феномен. Но для такой страны, как наша, где совершенно разные ментальности существуют, разное восприятие пространства, разные материалы, мы можем сегодня задуматься и об этом. Вот мне кажется, что Россия сейчас находится в плане ощущений, что ли, не поиска, а вот именно предощущений, что может быть национальным в архитектуре через все что угодно, через кухню, поэзию, музыку. Мне кажется, что архитектура ждет в каком-то смысле приглашения к этому танцу, чтобы мы увидели не через орнаменты или такие знаковые вещи, а действительно национальную архитектуру в современной архитектуре наших регионов и наших городов в разных местах страны. Архитектура – это прежде всего география, климат, социальное устройство и менталитет, как мы сегодня говорим, народа, который проживает в тех или иных условиях и делает эту архитектуру для себя, под себя, оставляя потомкам то, что мы сегодня разглядываем, очень часто даже не понимая, как это.
как возникла церковь Вознесения в Коломенском, как появился собор Покрова на Рву Василия Блаженного, как сложился этот феноменальный Кремль и многое другое, что зашифровано, закодировано. Вообще архитектура обладает огромным количеством культурных кодов, которые сегодня мы как бы через QR-коды пытаемся расшифровать. Но нет стольких экскурсоводов, чтобы рассказать о всей архитектуре нашей страны. Мы пытались в этой выставке и хотим в этой выставке продемонстрировать и показать и известные проекты, сгруппировав, например, русские колокольни. Да, тут рядом колокольня Ивана Великого, можно сказать, в шаговой доступности. Но если ты ее поставишь с другими великими колокольнями, которые сделаны в разные столетия, в разном стиле, но стремление к Богу, стремление ввысь, преодоление тяжести, преодоление гравитации, оно присуще всем народам практически и религиям. У русских это было по-своему. Мы хотим показать те проекты, которые не были реализованы, но были блестяще задуманы в разные периоды, особенно в 20-е годы прошлого века. Мы находимся с вами в центре стройки, которая вскоре превратится в уникальную выставку «Архитектура рождения масштаба». Расскажите, пожалуйста, как куратор, как главный архитектор выставки, какие идеи легли в ее основу и чего ждать посетителям? Идея выставки вытекает из самого названия «Рождение масштаба», потому что мы освоили эту страну, мы построили великолепные города, мы создали шедевры архитектуры. Мы очень много заимствовали извне, из Византии, из Италии, но каким-то чудом перерабатывали самые интересные технологии, самые передовые идеи извне для того, чтобы создать свое и неповторимое государство, свою архитектуру. И наше желание – это предъявить не историю архитектуры России, а именно то, что создавал русский гений. Татлинская башня, самое высокое здание на тот момент в мире, нереализованное, 400 метров, выше Эйфелевой башни. За ней последовал Дворец Советов, еще выше на несколько десятков метров, которые начали строить и построили, если бы не началась Вторая мировая война на территории СССР. Это блестящие, новаторские проекты русских конструктивистов. То, что мы сегодня называем советским модернизмом. Это великолепные храмы в Кижах, многошатровые, которым не было аналога. И города, которые мы начали обустраивать, если так можно сказать, первые славянские протоагломерации. Древний Киев и Древний Новгород, которые сообщались между собой. И для этих двух огромных по тем временам городов знаковыми были, как мы сегодня говорим, практически схожие Софийские соборы. Как складывалось Московское царство, как появляется идея создания первого регулярного европейского города Санкт-Петербург, который становится самой большой столицей в Европе. Каким образом в 20 веке модель социального города, соцгород, разрабатывалась и осуществлялась в нашей стране. И финалом этой истории может служить и будет служить студенческий проект, но это проект тотального освоения страны на новом этапе, новый элемент расселения, 1962 год. Это уникальная идея небоскребов. Русские до этого построили блестящие колокольни. Кстати, одна из них, колокольня Растрелли, должна была быть выше 160 метров, но экономически не удалось ее реализовать. А великие колокольни потом перерастают в идеи прекрасных небоскребов, которые делают студенты и преподаватели ВХУТ-ИМАСа. И мы впервые в макетах презентуем, как сегодня принято говорить, посетителям, как выглядели бы эти небоскребы, которые очень похожи на американские, только американцы начали это делать десятилетия спустя. Поэтому это путешествие, как мы сегодня бы сказали, по инновационным, креативным,
периодом русской архитектуры, русского градостроительства. И мы хотим показать, а как работал архитектор прошлых эпох. Вот вы можете сегодня представить, как спроектировать 17-главую церковь? Я надеюсь от вас это узнать. Я не знаю. Ответа нет. Потому что мы не владеем этими технологиями. Мы совершенно ушли в технологиях проектирования в рамках прогресса. Но, наверное, каждому из нас очень интересно узнать, а как создавались эти храмы без готовалин, без компьютеров, вообще без чертежей. А каким был первый чертеж Аристотеля в Хиераванте, который приехал в Россию и стал строить Успенский собор? И привез с собой первые инструменты. А как работали архитекторы XIX века? А как мы делали потрясающие проекты в 60-е годы, когда у нас уже были и готовальни, линейки, и арифмометры, и счеты лежали на столах, но не было еще компьютеров. И как выглядит студия 21 века? Но церковь мы не можем воспроизвести. Ну, на самом деле можем, если задуматься, но нам еще очень интересно метод работы, то есть как от зарождения замысла через умение мастеров, через очень простые, казалось бы, инструментарии, начать на земле выкладывать гигантский храм и довести его до симфонии, можно сказать, в дереве. Это великое искусство. И нам хочется предъявить зрителю ту красоту, мощь, силу, в которой обладает русский человек, и которая буквально реализуется через архитектуру, это самым наглядным способом. Поэтому мы хотим показать этот мир, как бы приоткрыть в него двери, что такое архитектура, что такое градоустройство, градостроительство, что такое величие замысла, как говорил Бродский, и его воплощение. В 20-е годы XX века в авангардном движении зарождалась концепция социальных городов. Расскажите, пожалуйста, об этом, какие у нее особенности и насколько ее опыт может быть применен в современном мире. Здесь можно небольшое уточнение. Это движение началось, я бы даже сказал, что не в России, потому что мы страна, вступившая позже практически всех крупных стран в капиталистическое развитие. Уже проблемы были ясны. Это огромная скученность, антисанитарные условия городков для рабочих или таких поселений, что ли, заводской архитектуры. Эти жилые комплексы, где еще до середины XX века люди жили в чудовищных условиях. Это, естественно, определило и социальные взрывы, и движения, и рабочее движение, демократические движения и прочее, прочее. И когда Россия начала и проходила этот путь, мы увидели эти проблемы воочию. И самые умные наши мануфактуристы создавали совершенно иные модели. Ну, например, если на Урале еще могли рабочих приковывать цепями к тачкам в копьях, то в Орехово-Зуеве Морозовы построили городок, где помимо заводских корпусов и жилых были и детский сад и ясли, и парк для гуляний, и рабочий театр. Кстати, Константин Станиславский свою первую роль сыграл на сцене рабочего театра, который бы отвлекал рабочих от пьянства. Поэтому модель социального города, социального городка, скажем так, где даже окружающие фермеры поставляли свои продукты в столовые, она была еще дореволюционная. И, кстати говоря, Морозов получил орден, специально учрежденный, орден «Лучший мануфактурист России» за создание лучшей социальной модели. Затем Прохоров получил, прохоровские мануфактуры знаменитые, получает орден почетного легиона во Франции. Очередная выставка в Париже была посвящена в том числе социальному устройству, социальным проблемам. И он получает тоже за
самую лучшую организацию социального быта для своих рабочих и служащих. Это не означает, что все российские промышленники были такими замечательными и так любили своих рабочих. Но как модель она уже развернулась, скажем так, в советское время, когда мы стали осваивать дальше огромные пространства. И советское градостроительство к 60-м годам было признано в мире самой лучшей передовой школой градостроительной. Вот здесь формирование советского социалистического микрорайона, где в шаговой доступности у вас есть абсолютно все, магазины и прочее. Вот эта модель могла быть осуществлена только государством. И Советский Союз в этом смысле в 60-е годы был самым передовым государством в плане социального строительства. Если корреспонденты приходили в Московский архитектурный институт и спрашивали студентов, а вот что ты хочешь построить? Знаете, какой был ответ? Все отвечали одно и то же. Город. Страна чуть ли не каждый день строила по городу. Мы начинали нашу цивилизацию с Гордо-реки, вот эти вот протоагломерации, Древний Киев, Древний Новгород, когда возникали десятки городов и образовывали вот такие вот государства. И мы в 20 веке продолжили, скажем так, вот это освоение огромных пространств путем строительства огромного количества новых городов. И вот эти города строились именно по этой модели. Это было закреплено нормативно, законодательно. Именно поэтому наше градостроительство было наиболее социально ориентированным среди всех в мире. У меня сразу такой уточняющий вопрос. Вы сказали, что тогда студенты хотели строить города. А что сейчас хотят строить студенты? Спрашивали ли вы их об этом? Но мы с вами живем в капиталистическом мире. Торговый центр? Да, и вы знаете, что с торговым центром произошло? Торговый центр съел, он поглотил площадь. Вот вы можете назвать 5-10 площадей в Новой России? Ну, я во многих городах как Манежная, России была. Как площадь, Театральная площадь. Практически вокруг... везде есть площадь Советов. Да. Когда вы приезжаете в любой город, который имеет какую-то историю, то вы попадаете в центр. И что этот центр представляет из себя? Это ансамбль, который был построен в эпоху Сталина. В Норильске, где угодно, вас встречают ансамбли, вас встречают площади, вас встречают некие знаковые пространства, и вы понимаете, что вы приехали в город. То ли это столица автономной республики, то ли что, это совершенно не важно. Вы приехали в город, этот город встречает вас ансамблями, площадями, парадными зданиями. Но другой вопрос, что потом эта парадность исчезает, парада на все не хватает. Но в эпоху, когда государство поставило своей задачей обеспечить комфортные условия для строительства, но строительство ведет в основном частный капитал, то частному капиталу ансамбли, скажем так, мышление ансамблевое не присуще. Очень быстро наши девелоперы, надо сказать, что они в кратчайшие сроки освоили то, чего не знали в советские времена абсолютно, в том числе и красоту. И мы получаем очень много интересной и хорошей жилой архитектуры, но мы не получаем городских ансамблей. То есть сейчас, правильно я понимаю, вообще перестали ориентироваться на вот такую застройку в виде ансамбля? Но если так перевести на профессиональный язык, ансамблевое мышление не свойственно той эпохе, тому периоду, в котором государство в каком-то смысле отстранилось от этой проблемы, предоставив частному капиталу возможности строительства, но при этом убрав руку от формирования городов. И ансамблевое мышление сегодня, вернее его отсутствие, наверное, это одна из самых серьезных проблем и в архитектурном образовании, и в политике по отношению в области градостроительства. Мы недаром перешли последние годы на такое очень широкое понятие урбанистика. А урбанистика, как-то ты ее в руки не возьмешь. То есть, с одной стороны, это огромная территория, это urban planning, а с другой стороны, это
ну, назовем это благоустройство и городская среда. А вот где находится ансамбль, это надо поискать. Вы говорили о проектах, которые были еще в советское время, но по каким-то причинам не реализованы. Я говорю сейчас о небоскребах, не реализованы из-за отсутствия средств на тот момент. Вот если сейчас их взять, стряхнуть с них пыль и реализовать, это будет актуально? Вы знаете, да. Когда-то, когда Москва начинала строить Московское Сити, и на архитектурном градостроительном совете шло обсуждение самых первых эскизов, макетов и так далее, ваш покорный слуга и еще один коллега Алексей Воронцов выступили с предложением не строить вот эти достаточно стандартные здания, которые ты находишь и в Гонконге, и в Нью-Йорке, где угодно, а взять проекты русского авангарда, тот же самый Тектон Малевича, вертикальный, который был спроектирован и создан в 1923 году, проекты Калмыкова, проекты Ладовского, Лопатина. Лопатинский небоскреб, который он сделал, мы надеемся, он будет на выставке, его 1 к 1 реализовали в Чикаго. Я обедал на 36-м этаже этого здания с чикагскими архитекторами когда-то. Не потому, что они занялись плагиатом, а просто это идеи, которые прорастают со временем. Идея, она имеет очень интересное свойство. Она может родиться 1000 лет назад и прорасти совершенно неожиданным образом. Великие архитекторы разных эпох создавали проекты в виде шаров. Например, гениальный кинотаф Ньютона, Булев, созданный в эпоху Великой Французской революции. То есть форма шара – это архетип, который восходит к Библии. И когда эта форма реализуется, через какие технологии, какие нужды общества, в каких функциях, это отдельный такой потрясающий путь формы. Пирамида, которая начинается, как мы знаем, в Древнем Египте, даже в Риме еще небольшая пирамида 30-метровая живет и сегодня, но Елизавета и Александр Шипкова в форме пирамиды создают дом-город до севера. То есть форма вечна, интерпретации каждый раз меняются в зависимости от эпохи. И мне кажется, что мы стали сегодня столь богаты, как цивилизация мировая, и даже щедры, что мы можем позволить себе осуществить тот или иной гениальный проект, который по тем или иным причинам не был реализован в свое время, в свою эпоху. Может, это утопическая идея, но мне кажется, воссоздать полуруинный Колизей или Парфенон или построить небоскреб Ладовского было бы прекрасно. Но мы с вами говорим о будущем, поэтому почему нет? Какой сегодня стиль может быть наиболее популярен у населения? То есть ансамблей нет, есть комфортная городская среда, которую вы сказали. Вы знаете, с населением это особая тема, потому что вкусы населения, они на самом деле совершенно другие, и вкусы власти, чем думает архитектор. Ориентироваться на вкус населения, скажем так, это такая достаточно сложная абстракция. Мне кажется, что настоящая архитектура, она как раз и задает населению тот уровень вкуса, понимания, чувства города. Как это было сделано в эпоху классицизма, когда мы получили блестящие площади. Ранний классицизм – это круглые площади, в той же Астрахани, в той же Керчи. И архитектура на самом деле формирует, мы этого никогда об этом никогда не думаем, но архитектура формирует твою нейронную сеть. Меня когда-то мама привела в Веденское кладбище, где захоронен Яков Черняхов. И эта сцена поразила детское сознание. С правой стороны там стоял роддом, и счастливые отцы разглядывали в окнах младенцев и переговаривали с своими женами, с матерями своих детей. И вдруг слева, за оградой Веденского немецкого кладбища, раздается траурная музыка. И ты еще не понимаешь детским сознанием, но потом, что ты рождаешься в архитектуре. Сегодня 75% населения живет и рождается в архитектуре.
мир стал урбанизированным. Покидаешь этот мир тоже в архитектуре. А мы привыкли к этой среде как само собой разумеющееся. И мы не догадываемся, что, живя в той или иной архитектуре, мы ею формируемся. И наш вкус тоже. Уже в начале марта ждем вас на открытии долгожданной выставки «Путешествия по России». Именно здесь вы сможете увидеть все достижения и красоты нашей страны, совершив прогулку от Владивостока до Калининграда. Проект «Путешествия по России» – это не только выставка, но и гастрономическое пространство. С начала марта в гастрономических рядах гости смогут попробовать блюда, визитные карточки туристических регионов, блюда с историей и новаторские рецепты поваров со всей страны. Ждем вас в гости! Есть ощущение, что авангардное движение сегодня переживает возрождение. Как на ваш взгляд, действительно ли авангардизм снова актуален для молодежи или нет? А вы знаете, что происходит в основном в мире, и у нас, кстати, тоже? Это то, что мы называем коммерциализацией архитектуры. Тут ничего не сделаешь. Такова эпоха. Но авангард как раз, советский авангард в архитектуре, он был куда более социально ориентирован, и он был свободен. У нас же рухнул капитализм. У нас рухнули все границы, скажем так. Как говорит поэт Кедров, в России обнулилось, и в ней все перестало быть. И вот на этом ровном пустом месте, когда все старое было отринуто, когда в кратчайшие какие-то часы, дни, месяцы наши предки создавали новое искусство, новую графику, новую архитектуру, новый театр, новую поэзию. Это фантастический процесс. И вот это вообще-то, они все были демиурги. Это каждый из них, Родченко, Леонидов, Татлин, Яков Черняхов, братья Голосовы, это все были боги. Они каждый создавал свою вселенную. Из этих малых, что ли, вселенных рождался то, что мы потом стали называть авангардом. И главное, что было в нем, это свобода, соединенная с мощью воображения. Потому что мы должны были построить новый мир, мы должны были сконструировать другую жизнь, мы должны были сконструировать страну. Отсюда конструктивизм – это не просто функционализм в западном понимании. Это конструкт. Этот конструкт имеет свои корни. Шухов посадил будущего гения русской архитектуры Константина Мельникова на диван и прочел ему лекцию об истории русской архитектуры. Шухов – конструктор. В его конструкции использованы даже в Ханчжоу. Там построили несколько лет назад 600-метровую башню и честно написали, табличку сделали, что эта башня построена по конструкциям, разработана советским гением Владимиром Шуховым. Молодцы, Поэтому, отметили. видите, как пути неисповедимы. Это правда. Вы упомянули уже несколько раз имя Якова Черняхова, поэтому не можем не поделиться с нашими зрителями интересным фактом о том, что вы являетесь потомком знаменитого советского авангардиста Якова Черняхова. Можете, пожалуйста, рассказать немножко о нем и о его методе? Здесь надо разделить архитектор-художник, закончивший Академию художеств, Леонтия Николаевича Бенуа, уже в советское время, который стал профессиональным архитектором-фантастом. Он взрастил в себе ощущение, в котором в нем было, и издал даже книгу «Основы современной архитектуры», которая была принята очень остро, скажем так, в Ленинграде. Но это был учебник, потому что он был фанатом пропедевтики. И параллельно с изготовлением, что ли, созданием огромного количества тысяч и тысяч композиций современной архитектуры, он еще создал свой метод композиционного сочинительства. В чем-то они были схожи со школой Баухауза и Футемаса, но это имело свои отличительные черты. Он был убежден, что каждый человек обладает
от природы собственной фантазии. Эту фантазию нужно пестовать, развивать. Есть методики развития фантазийного мышления. И был шокирующий лозунг. Первой основой современной архитектуры, которую он опубликовал в этой книге, есть умение фантазировать и превращать свои фантазии в конкретные образы. Придите сегодня куда-нибудь в архитектурное сообщество и произнесите эту фразу всерьез в зал. И что будет? Ну, вас примут за городского сумасшедшего. А на самом деле он был абсолютно прав, потому что... А что делать, когда вы выбросили с водой ребенка, вы прокляли старую культуру, вы сбросили Пушкина с парохода современности, вы все это обругали устами Маяковского и многих других. Вы начали совершенно новую жизнь. Но как это с белого листа ее начать? Ее начать можно только раскрыв фантазийное мышление и придав этому какой-то очень серьезный метод, во главе которого стоит, кстати, по Якову Черняхову один постулат. Все, что делает архитектор, должно принадлежать красоте. Кстати, Константин Степанович Мельников был еще поэтом и очень романтическими высказываниями отметился в архитектурной, что ли, литературе. Он говорил о том, что задача современного архитектора, не ручаюсь за точность цитаты, это блюсти честь своих городов. Понимаете, как в 20-е годы и в 30-е наши предки, наши отцы архитектуры, как они чувствовали архитектуру, что это честь. Вы знаете, хороший архитектор всегда и честен, и соблюдает честь своей профессии. Давайте тогда поговорим немножко об образовательных проектах в архитектуре. Вот в Хутемас. Это, конечно, был в советское время уникальной образовательной программой. Как вы ее оцениваете? Возможно ли ее возродить в каком-то формате, может быть, обновленном? И нужно ли это? Анжелика, вы знаете, ее не нужно возрождать, а она действует уже 100 лет. И блестяще действует. Да, это школа Хутемаса. Она дала потрясающие корни. Она дала несколько поколений, уже десятки, наверное, поколений архитекторов, воспитанных, скажем, в этой парадигме. Наследником это является и проводником Московский архитектурный институт. Поэтому сказать, что Хутемас надо возрождать, наверное, это было не так точно. Он живет. Он живет и прорастает, он дает совершенно разные цветы, что ли, на этом дереве. В 1978 году в Мархиже возникла такая студия, что ли, театр архитектурной формы Александра Ермолаева. В свою очередь, эта студия породила огромное количество учеников, которые сегодня прекрасные художники, скульпторы, архитекторы, ведущие архитекторы Москвы. Поэтому метод Хутемаса, и если уже спросили про Баухаус, они очень схожи, они оба живы. Они прекрасно работают, они лежат в основе всех современных архитектурных школ. Но каждое время дает как бы свой окрас, свое дополнение. Если говорить о различиях Баухауса и Хутемаса, то Баухаус хоть и возглавлялся архитектором и основывался Вальтером Гропиусом, но архитектурный факультет открыл только в 1927 году. А в 19-м, когда обе эти школы были созданы, Хутемас сразу открывал архитектурное отделение. И там была чья-то реплика замечательная, что если в Баухаузе там 10 Гропиусов, то в московском в Хутемасе их десятки. У нас преподавали антагонисты, на самом деле. Это были Родченко и Желтовский. Это люди совершенно разных профессиональных культур, разных школ, воззрений, вкусов и так далее. У нас были дипломники Леонидов, Крутиков. Крутиков придумал летающие города. Леонидов использовал форму шара и создал совершенно потрясающий дипломный проект. Они курсовые дипломные проекты делали на уровне креативных идей, прорывных, как мы сегодня говорим. Это было время открытий. И
понятно, что такой период, он не часто бывает. Это такие откровения цивилизации. Раз уж мы с вами затронули тему летающих городов, давайте, может быть, пофантазируем, а какие в ближайшем или не ближайшем, может быть, отдаленном будущем могут появиться города. Что это может быть? Эко-города, может быть, города на воде, летающие города. Вы знаете, городов на воде уже много спроектировано. Под водой тоже, а под землей тоже. На Луне тогда. Есть города целые, которые как болтаются в космосе, привязанные проекты, естественно, к каким-то астероидам, там сколько-то километров, где наверху там кладбище, в середине офисы и прочее, прочее. Есть только один вопрос, который, надеюсь, будет понятен и вам, и аудитории. А где там человек? Я никак не увижу интерьеров этих самых городов, потому что это все некие формулы. Ну, там город под водой, город на Луне, город в стратосфере, город под землей. Как там человек дышит? Там растительность, которая, скажем так, искусственно выращивается. Там воздух не тот, которым ты дышишь в разных местах нашей замечательной страны. Ты сидишь на берегу Енисея, ты дышишь одним воздухом, в горах Кавказа ты дышишь другим воздухом. Кто нам это все будет моделировать? Этот воздух, эту природу? И для кого они будут построены? Для кого? Эти города? Мне кажется, что такие проекты, конечно же, нужны, потому что нужно все время осваивать иные пространства, экстремальные пространства. Но, наверное, это служит не для того, чтобы построить город под водой и вот туда всем переехать. Мы рождены на земле, хотя вышли, как говорится, из воды на самом деле, но все-таки мы земляне. Нам она очень интересна. И чем, на ваш вопрос, какой должен быть город в будущем, он должен быть как можно ближе к тому ощущению, которое есть в природе. Об этом многие поколения архитекторов мечтали. Смена парадигмы транспортной, смена парадигмы информационной и прочих технологий неизбежно приведет, как нам думается, к гуманитарному городу, гуманистическому городу, где, может быть, стремление залезть на 259 этаж не является самым главным в жизни. Потому что вот это вот отражение доминирования в человеческой природе, ну, километр, 2 километра небоскреб, но мы, да, испробовали потрясающие технологии. Наш замечательный конструктор, который спроектировал Останкинскую башню вместе со своим старшим товарищем Никитиным, практически большую часть небоскребов и высоток в Сити, Лахта-центр. Владимир Ильич Трауш, ему принадлежит замечательное высказывание. Небоскреб – это подводная лодка, поставленная на попа. Это замкнутое, на самом деле, пространство, которое оторвано от земли. Мне кажется, что вот никакой необходимости строить небоскребы вообще-то у нас нет. А уж такой страны, как Россия, и подавно. Поэтому в каком-то смысле общение с землей – это самое главное. Это наша Родина, это наша мать. И мне кажется, что архитектура будущего – это архитектура куда ближе к человеку, чем она сегодня находится. В прошлом году Национальный центр России открылся с симпозиума «Создавая будущее». И отдельная дискуссия была посвящена теме города и человека в нем. Расскажите, пожалуйста, ваше видение, как будет выглядеть будущее города и человека в нем. Знаете, в очень многом будущее зависит от развития технологий. Ведь градостроительная революция, если так можно сказать, 19 века, начало 20-го, это революция транспорта. Если посмотреть сверху на любой город, вы увидите, что 40% площади занято парковками, автомобилями, если не больше. Если человечество решит эту проблему технологическую каким-то образом, не будем сейчас говорить про летающие автомобили Сразу и так далее, то город сразу будет меняться, он будет трансформироваться. Надежда на то, что мы больше получим земли, мы больше получим природы, мы получим больше естественной среды, мы в каком-то смысле компенсируем этот уход в техническую, урбанистическую цивилизацию
о чем мечтали архитекторы-градостроители веками, создавая проекты зеленых городов и прочие модели. Мне думается, что это будет город иного совершенно комфорта, иного общения людей. И, может быть, мы еще с вами станем свидетелями того, что мы вернемся к понятию ансамбль. Это отдельная тема. Мы забыли лет так на 50, как делать ансамбли. И мечта о городе будущего у меня складывается именно как о городе новых ансамблей. Когда вы путешествуете по Петербургу, то обратите внимание, что вас как бы магнитом тянет каждый следующий ансамбль, хотя вы это не понимаете. Потому что ансамбль центра Петербурга, а это очень большой центр, он состоит из серии больших и малых, огромных и небольших ансамблей, которые обладают своими кодами, своими притяжениями, своими гармониями, пропорциями, определенным волшебством. Все это вместе складывается в некий такой туристический маршрут. На самом деле вы двигаетесь по пространству чудес. Чудес архитектуры, чудес города, его эмпатии. Он разговаривает с вами. Вот современная архитектура, она перестала беседовать с человеком. Вот эта беседа города и человека, почему мы стремимся в старые переулки, в старые города, нас тянет старый Париж, а не новый. Нас тянет старая Венеция, а не пригороды химических там центров. Или новостройки Милана нас совершенно не привлекают. Потому что там есть тайна, волшебство, и там есть беседа. Вот к этой беседе архитектура должна вернуться. А что тогда делать с технологией умного города? Вот она так популярна сейчас, все говорят о том, что нужно строить умные города. Технологии созданы для того, чтобы ею пользоваться. Это сервильная история. Другой вопрос, что технологии создаются человеком для того, чтобы ему было все легче и комфортнее жить. Но выясняется, что цивилизация комфорта ущербна, что она порождает огромный процент инфантильной молодежи, что, не преодолевая трудности, ты становишься таким, не хочу никого обижать, ну, в общем, не стоит. Давайте я за вас, ленивым. Да, в целом да. И это порог, который очень опасен. Осознание того, что технология не является целью является твоя умственная деятельность. И, как говорил Татлин, он строит макет своей башни и называя ее 400-метровой, на секундочку, башней в 1919 году. Модель которой мы создаем сейчас для выставки. Что это дом творчества. Мы рождены, чтобы творить. Мы не рождены, чтобы губить природу. Мы не рождены, чтобы хапать все ее изобретения, достояния и технологии. Мы рождены совсем для другого. И когда цивилизация тебе предлагает, консюмеристская цивилизация, цивилизация торга, предлагает как можно больше комфорта, как можно больше удобств, она подменяет, на самом деле, вымывает основное твое предназначение. В конце выставки у нас две зоны, в которых творят дети, студенты и молодые архитекторы. Мы не показываем современных мастеров архитектуры. Мы хотим отдать эту тему детям, студентам и молодым, чтобы мы почувствовали этот драйв, как они видят то будущее, о котором вы меня спрашиваете. А если подумать, раз мы коснулись темы детей и будущих поколений, о том, как может развиваться в будущем профессия архитектора, какие новые специальности и профессии могут в ней появиться, и вот на какую специализацию нужно сегодня учиться тем детям, молодым людям, которые сейчас хотят модно стать говорить, благодарю вас за архитекторами. вопрос. Он очень интересный, потому что это огромная проблема. Мы на самом деле стоим на пороге изменения всего проектного процесса. Когда-то был феномен Альберта Кана и его брата, которые в конце XIX века стали работать на Форд. Они построили гигантские цеха. И они создали технологию проектирования, которая полностью соответствовала фордовскому конвейеру.
Это была прорывная технология, абсолютно. Альберт Кан был приглашен Советским Сталинским Союзом, и за 3,5 года здесь было построено 500 с лишним заводов и цехов, которые проектировались, изготавливались, собирались, разбирались в Штатах, пароходами перевозили в Советский Союз, и здесь как бы собирались. Было воспитано на этом несколько тысяч советских проектировщиков, которые, кстати, школа конструктивизма очень пригодилась. Сегодня порог другой. Сегодня то, что мы называем искусственным интеллектом, пожалуй, уже начинает целые виды проектной деятельности брать на себя. И тогда встает вопрос, а что же останется архитектору? И каким должно быть архитектурное образование? Когда проект планировки городской вполне может делать Нейросеть. программа нейросеть. Ты вводишь туда порядка несколько десятков или сотен параметров и получаешь всех воплощенные характеристики, которые ты задал. А архитектурная композиция проект планировки не предусматривает. Какой-то необычный. А, кстати, матрица советского микрорайона там существует. Скорее всего, нам, архитекторам, останется небольшое русло под названием креативное творчество, хотя это одно и то же. Это оксюморон. То есть нужны демиурги. Понимаете, вот этот коэффициент творчества, созидательности и прочее, что заложено в концепции нашей выставки, это то русло, в котором, очевидно, архитектор будет превышать компьютер, превышать, пока, слава богу, креативное мышление перекрывает нейросеть. Но ведь сегодня нейросети уже научились и картины рисовать, и... Понимаете, нарисовать-то они научились, но есть одна вещь в искусстве, которой научиться очень трудно, вообще невозможно. Это тайна. Ведь вы когда стоите перед Сикстинской Мадонной в Дрезденской галерее, там люди стоят часами иногда. Они вглядываются в глаза. Вы перед Троицей Рублева, она завораживает. Чем искусство вообще отличается от всего? Ты теряешь ощущение времени. Когда ты стоишь в соборе, ты не знаешь, сколько ты простоял там. Когда ты предаешься лицезрению иконы или шедевра живописи, ты теряешь ощущение времени. Когда человек теряет ощущение времени? Только в одном состоянии, когда он влюблен. Для влюбленных нет времени, как известно. Да. Это первый признак любви. Потому что ты живешь в воображаемом мире, в котором время совершенно другое. Вот это вот то, что свойственно только высокому искусству. Но, может быть, когда-нибудь искусственный интеллект дойдет и до этого, но очень бы не хотелось. Пока мы можем создавать и порождать тайну, искусство будет. Наверное, многие говорят о том, что архитектура – это, конечно, такое удивительное сочетание искусства, очень много составного, и технологий. Вот как раз, если говорить дальше на тему развития технологий, 3D-принтеры, умные материалы, искусственный интеллект, о котором мы уже с вами немножко поговорили, это будет помогать человеку больше времени, наверное, уделять тому самому творчеству, креативности. Вообще роль креативности, она останется в архитектуре за человеком? Это в детях. Дети же потрясающие творцы, они открыты. Почему тот же Яков Черняхов, он преподавал всюду, где мог. Вот все, дайте любую аудиторию, это могут быть школьники, это могут быть студенты академии, это могут быть преподаватели графики, которых надо переучить. Потому что для него и для таких, как он, человек – это то, что создано для творения. И это творение надо формировать, его надо разбудить, его надо методически ему помочь, вызреть и прочее, прочее. Соавтор Татлина Владимир Егоровича по Татлинской башне Тавиль Маркович Шапира, когда я брал у него интервью в 70-е годы, он мне говорил: вы знаете, что потрясало нас в деятельности Якова Черняхова как педагога? Он через 6 месяцев научал ребят, которые пришли
заводских, так сказать, условий, сбежавших там из деревень в Ленинград за поиском куска хлеба и работы на заводах, он их научал делать самостоятельные композиции. Что такое композиция? В переводе с итальянского это сочинение. То есть, когда ты можешь сочинить, ты абсолютно свободен. Ты Господь Бог. Ты сочиняешь то, чего до тебя. В переводе же это означает сочинение, которого не было до тебя. Все, что ты создаешь, как творец, это неповторимо. Ух, я думаю, мы сейчас призвали миллионы молодых людей поступать в архитектурный. Хочется вернуться немножечко к теме НЭР. Вы немножко затронули новый элемент расселения, уникальный проект 60-х годов прошлого столетия. Давайте подробнее немножко о его особенностях и дадим какую-то оценку, насколько он мог бы сейчас актуален быть в наши дни. Знаете, самое интересное, что проект студенческий, ради него ректор архитектурного института Иван Сергеевич Николаев продлил срок диплома на год. Это в Советском Союзе, представьте. Потому что это потрясающая команда. К счастью, многие живы. Во главе с Алексеем Гутновым, молодым Ильей Лежавой. Это наши... Сейчас бы мы их назвали урбанистами. Тогда они были молодые, теоретики архитектуры, педагоги. Там были социологи, там много было народу. Такой коллективный диплом, огромный. Так, на секундочку. Это страна с населением 250 миллионов. Сделайте матрицу. И вот они создают сгустки, энергии, общественные зоны, жилые ячейки и так далее и тому подобное. На семью без детей, на семью с детьми. Все это до квартиры. То есть гигантский тотальный проект – это тотальный проект. Как освоить Россию? А мы о чем сегодня говорим? Мы сегодня говорим об агломерационно-сетевом развитии, которое только-только формулируется в нашей теории и практике. И НЭР в этом смысле, новый элемент расселения, это как раз попытка и философски, и теоретически, градостроительно-архитектурно осмыслить, как это может быть. Да, сегодня, спустя 60 лет, мы видим, что это наивная история, но она не может быть другой. Прошло столько времени, больше полувека. Но это нам в каком-то смысле, как в сказках Пушкина, урок добрым молодцам, потому что нам предстоит решить эту задачу. Нашей власти, нашим градостроителям, нашим архитекторам, нашим философам. Нам предстоит пересобрать, додумать, доструктурировать самую большую страну. И уроки конструктивизма, уроки НЭРа, если так можно сказать, вот они сегодня актуальны тем, что подход был открытый, смелый, креативный и очень умный, кстати. И одна самая важная черта, на мой взгляд, она как бы метафизическая, это вера. Вот эти ребята в 20-е годы и ребята в 60-е, так я принадлежу к тому поколению, понимаете, мы могли часами стоять, задрав голову, искать спутник. Он уже давно сгорел в каких-то слоях атмосферы, Гагарин уже приземлился, а вы стоите и пытаетесь каждое движение на небе представить, что вот это летит спутник. Это было очень смешно, но тысячи людей, задрав голову, это делали. Потому что была фантастическая устремленность в будущее, б, вера, что мы это можем сделать, потому что мы это делали. И вот эти поколения созидателей, которые были до нас, собственно, осознание этого, мы не можем проектировать будущее, мы можем делать только предпосылки. Мы проектируем то, что станет будущим. Но каждый миг, который мы с вами проживаем, это будущее. Поделитесь, пожалуйста, с нами любимым памятником архитектуры или каким-то вот сооружением на территории России, который обязательно нужно посетить каждому. Знаете, их сотни. Ну, давайте выберем. Но страна очень большая, понимаете? От Дагестана до Кижей. Это все шедевры. Это не означает, что у нас вся архитектура шедевральная. У нас очень много скверной или не архитектурной. Но это в любой стране. Вы, когда поедете вглубь Италии, вы увидите столько барахла архитектурного, что станет как-то очень грустно.
Но в каждом городе, в Новосибирске, это фантастический театр. Есть просто города, как Суздаль, как город-памятник, или Переславль-Залесский, в который снится. Понимаете, архитектура должна сниться по ночам. Вот ты приехал из Парижа, и месяц тебе Париж снится. Вот такую архитектуру надо посещать. Поэтому у нас ее так много на самом деле. И вот что бы я сделал, я бы делал сегодня туры по современной архитектуре. И обучал бы наших экскурсоводов, как рассказывать о современной архитектуре. Потому что в каждом городе есть прекрасные архитекторы, которые делают великолепную архитектуру. Хорошо. Если бы сегодня кто-то к вам пришел и сказал: вот, Андрей Александрович, постройте любой проект, который вот вашей душе угодно. Что бы это было? Без каких-то финансовых ограничений, вообще, без всего. Я бы построил Пантеон России. Что бы там было? Подробнее. Это огромное купольное здание, только вертикальный купол, если так можно сказать. Но Пантеон – это Пантеон. Это все лучшее, что не только лучшие сыны Отечества, но и пространство, в котором сконцентрировано то, о чем мы с вами сегодня говорили. И мощь, и масштаб, и величие, и гордость, и страдания, и опыт. Где ты останешься в этом пространстве в размышлениях, что же такое та страна, в которой ты родился и живешь. Да, в ней было совершено, и, может быть, и совершается много ошибок. Да, в ней есть очень темные страницы, как в любой стране мира. Но в ней есть великая архитектура, великая музыка, прекрасный дизайн. Это страна очень талантливых людей. Знаете, у нас в семье такая маленькая история была. Наша дочь Катя, ей было 3 года, она возится на нашей советской хрущевской кухне, 5,5 метров. А бабушка слушает репродуктор, из которого бесконечные речи Михаила Горбачева. А при этом страна в страшном состоянии. На Тверской, на улице Горького, на ящичках несчастные пенсионеры продают сырки и носки. Экономика рушится. И вот мы все в ощущении катастрофы. Катя возится на полу с какой-то игрушкой, бабушка ворчит, что сколько можно слушать все это одно и то же. А мы начали ездить уже по миру, благодаря, кстати, перестройке. И она говорит: вот правильно вы сделаете, если уедете. Настроения были такие. И тут Катя поднимает голову, поворачивается к бабушке и говорит: ба, ты не права. Россия – это огромный запущенный сад. Если мы из нее уедем, некому будет за ним ухаживать. Мне кажется, что если мы сделаем выставку, которая породит в своих зрителях желание ухаживать за своей страной, это будет очень хорошо. Архитектура – это музыка, застывшая в камне, так говорил Шеллинг. Какая музыка приходит вам на ум, когда вы думаете об архитектуре? Я в юности задался задачей, которая была неразрешима. Какая музыка звучала на Акрополе? У нас не сохранилось древнеегипетской музыки. Мы не исполняем ту музыку эпохи Среднего, Древнего, Нового Царства. Мы ее не знаем. Не было нотной записи. Нотная запись появилась сравнительно недавно. А это безумно интересно, потому что математика, музыка и архитектура – это было одно искусство. Есть же знаменитый диалог у Бернарда Шоу, царицы со служанкой, когда она просит научить ее также играть на музыкальном инструменте, как это делает ее родовитая служанка на самом деле. На что ответ, что для того, чтобы овладеть музыкой, нужно сначала познать математику. Казалось бы. Так вот, когда вы думаете об архитектуре Древней Греции, это неслышимая, незримая музыка, если так можно сказать. Когда вы думаете об архитектуре барокко, вам не приходит в голову Бах. Но Бах – это музыка барокко, забытая, правда, на 200 лет потом. Но когда вы разглядываете современную архитектуру, то все вместе, потому что нет отдельной современной архитектуры. В городах много всякой разной архитектуры разных эпох.
ну, как правило, если это не какой-то там современный китайский город, то, скорее всего, это джаз. И не кантри, и не рок, а именно джаз. Потому что джаз дает вам свободу импровизации. Вы можете включить «Караван» Дюка Эллингтона, вы можете включить национальный мотив, вы можете включить того же Иоганна Себастьяна Баха, как изначальный импульс вашей импровизации. И вы импровизируете. И, собственно, мне думается, что современная архитектура – это архитектура джаза. Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что мы очень много важных смыслов передали нашей аудитории. Спасибо вам. Спасибо.